сейчас это на вес золота. У меня такое ощущение, что здесь электроусилитель. Он не поймет, что это не родные решетки стоят. Здесь уже цветная, 2002 год. Вот хорошая, надежная машина, в принципе, на каждый день. Начинается хоровое пение от снимать это 2.8 продавать, либо ставить там 2.7. Конечно, ходовая за счет рычагов возьмет на себя денег. Металлолом, который нужно ехать переваривать. Приветствую, ребят! Вы на канале Юра. Сегодня речь пойдет снова о Ваге и снова о Audi. О чем еще можно разговаривать бесконечно? Конечно же, о Ваге. Кто меня давно смотрит, тот знает. Это мой любимый концерн. Как вы поняли из названия и по внешнему виду этого очарования, это D2. D2 уже было на канале предостаточно. Было S8 рестовая, было A8 D2 до рестовая, рестовая с 1.9. Все это было на канале, ссылки в описании, можете смотреть, если вам интересно. Сегодня будет речь о переделке автомобиля. Вторая часть. Помните, была первая часть до рестовой Audi, там были переделки салона, диски. Кстати, здесь такие же диски установлены, 19 от D3 на Мишлене. Вот, там было именно по внешке. Сиденье, дверные карты, перешив салона, все было там, и сумма там есть. Если вам интересно, можете перейти и посмотреть. По дискам здесь такие же красивые 19 диски от D3 были куплены с того автомобиля, вернее у того владельца того автомобиля. По ходовке здесь переднеприводный автомобиль, не Quattro, да, многие будут кричать Audi на переднем приводе это Volkswagen, Audi обязательно Quattro, но Quattro сюда можно установить, и все же в пылу споров, обсуждений, общения с владельцами здесь не так сложно Quattro именно вот на D2, не буду зарекаться про остальные. Можно установить здесь крепление, все есть, ничего не надо сверлить и дорабатывать. Можно купить, да, вот редуктор, всю ходовую сюда установить. Ну, разумеется, кардан повесить, ну, сделать полноприводный автомобиль. И здесь это не такая большая проблема. Поэтому, возможно, здесь еще и будет это, и мы сделаем еще одну часть по поводу этого, по затратам по всему, но, тем не менее, пока автомобиль переднеприводный. По ходовой. Ну, спереди и сзади, разумеется, рычаги. Здесь нет никакого Макферсона и балки. И, как мне написали в одном видео, один, видимо, владелец говорит, что на Доресте и Ресте ходовая отличается. Она другая, она более геморная. Но не согласен, потому что рычаги сами по себе визуально даже не отличишь. Это одно и то же, что на Доресте, что на Ресте. И суть отличия – это толщина пальца опоры на Доресте и Ресте, да, то есть если взять с Дореста поставить на Рест и наоборот, это не подойдет. Толщина пальца отличается на шаровой опоре. А так, в принципе, ходовая сеть схематичная, визуально одинаковая, ну и по сути одинаковая. Но принципиально она не другая по схеме, по расположению рычагов. Все одно и то же, тем не менее. Ходовой практически все одинаково. Вот насчет передней ходовой. B5 Passat рестайловый, который тоже был. A6, C5. Все рычаги одинаковые, кроме нижнего, он по длине, потому что отличается. Потому что, разумеется, машина шире сама. Это уже другой класс. Также и на A6, C5 будет нижний рычаг именно длиннее. По самой машине. Машина красота, хороша собой. Последний год выпуска, 2002. И машина находилась в заботливых руках, и по сей день она находится в этих же руках. Поэтому чего-то плохого, что здесь какого-то криминала, она поцарапана, побита, здесь такого нету. Да, разумеется, мелкие сколы нагнетают, с возрастом лезут, но машина полирована, поэтому... Ну, выглядит она нормально, она не 38-я, не 220-я, которые, да, уже гниют, их там, блин, варят, перекрашивают, переделывают. Постоянно этого нету, этого дрочева просто.
с кузовней. И это несравненный плюс. Я уже постоянно об этом говорил на всех D2, я тут уже распыляться не буду. Машина алюминиевая, и вопрос с кузовом просто решен. Сразу же изначально с завода. Потому что сейчас переварить автомобили и жестянка, штамповка эта вся подорожала в 2 раза, а то и более. И это уже первый плюс, жирнейший плюс автомобилю, потому что сейчас переварить автомобиль, даже вот арки переварить, сзади там крылья поменять, подкрасить, все кажется по мелочи сделать, потом, когда начинаешь считать, смотреть, ниже 500 там долларов и не выходит. Если, ну, считать, разумеется, еще за работу. Да даже кроме работы, я вам тоже и в телеге, кстати, подписывайтесь в телегу, там мы общаемся на разные темы. И в телеге я рассказывал про эти все, ну и сейчас и проект с B3, тоже вот крылья, арки, и там уже по 500 долларов выходит. Просто за всю штамповку, за этот металлолом просто. Минус кузова – это возраст, сколы, царапины, поэтому нужно полировать. Но это ничто в сравнении с BMW, Mercedes, которые нужно варить, блин, этих же годов. И перекрашивать неоднократно. Единственный минус кузова – то, что именно здесь был установлен фаркоп. И премиальный автомобиль с фаркопом, ну, как-то ни того не клеится. Поэтому он снят, убран нахрен и продан. Единственное, что за эту заглушку просят немалые деньги, в районе 30-40 долларов, и найти ее проблема. Ну, конечно, можно найти дешевле, если вам повезет, может кто-то так отдает за бесценки, но найти проблема. И насчет передней части, вот нижние эти решетки подходят от B5 Passat. Ну, немного надо наловчиться, вырезать особую форму, поставить, но они встают классно, идеально. И с 5 шагов я, собственно говоря, сразу и не заметил этого. Я думаю, что наивный парень, который вообще там D2 особо и не разбирается, не видел, он так смотрит на них, он и не поймет, что это не родные решетки стоят. А комплект передних решеток, вот на ту S8, что я снимал, там в районе 300 долларов за все нижние решетки владелец отдал в свое время. Ну, это 20 год, 21 примерно вот так это было. Но они не дешевые, не дешевые. И если вот покупать такой автомобиль, конечно, самое главное, кузов, чтобы не был битый, там, двигатель, коробка, все остальное. Но если внешний вид тоже отвратителен, на этом тоже нужно торговаться. Потому что восстановить внешний вид, тут бампера найти, а бампера все, как обычно, без пластмассок, либо с этими пластмассовыми решетками, но уже ценник тоже немалый. Поэтому и эти вещи нужно учитывать. Разумеется, спереди и сзади парктроники 4 штуки, суммарно 8, все они работают, все хорошо. По ходовой всю ходовую перетряхнули. Болезнь по суппортам была на C5, то же самое и здесь. Передние суппорта перепотрошили, они работают, все с ними в порядке. Тормозные диски, колодки заменены. Рычаги, ну, все поменено, все нормально, в хорошем едущем состоянии. И этот автомобиль бесспорно, вот на теперешний момент, это отличный, хороший повседнев. Потому что с кузовом проблем нет, по движкам тоже все известно. Но, конечно, здесь не 1.6, не 1.8, расходовать машина будет топлива больше. Но суммарно затрат будет меньше, потому что, как я уже сказал, кузовные работы самые дорогие. По салону, что еще можно добавить к тому, что я говорил на прошлых D2, до рестовых, на S8. Качественный материал, это премиальный седан, здесь не может быть дешманского пластика, да, все красиво, мягко, хорошо сделано, все работает, память сидений работает, все регулировки работают, кондей-мандей работает, подогревы сидений и передних, и заднего дивана. Да, регулировки звука, пунктов бортового меню, все это понятно, поднять, положить трубку. Электрошторка также работает, ESP можно отключить, парктроники активировать, удобные эти подлокотники, родной еще телефон здесь. Сам салон владелец не жлобился, он очень хорошо сохранен. В том плане делались химчистки, вовремя все мылось, убиралось, поэтому все так свежо, красиво, аккуратно выглядит и приятно здесь находиться. Короче, не в сарае, грубо говоря. Все почищено, помыто и все отлично. Да, нету активного круиз-контроля, который будет держать дистанцию до впереди едущего автомобиля. Его увидит, оттормозится вплоть до полной остановки. Нету системы распознавания дорожных знаков, ограничения скорости, контроля полосы. Нету электроручника, вот это вот рычаг есть, да. Хотя я говорил в
телеге писал, был пост. Кстати, подписывайтесь, там мы общаемся на разные темы, мнение свое высказываем. Так кидаю тему, пытаюсь разогнать, общаться, думаю, вам понравится. И я там писал то, что электроручник, плюсы и минусы механического и электроручника. Ну и в целом нету такого ярого аргумента, что лучше тот или иной. И самое главное, ребят, не путайте электроручник с электроприводом ручника, потому что понятия капец какие разные, блин. Электроручник в D3, вот в моей машине в B6, ну в Ваге, если возьмем Ваг, это кнопка и два электромоторчика на задних суппортах. Все. Взять 65-ку, там уже, да, кнопка, кажется, ну, электроручник. На самом деле там стоит модуль управления, который натягивает тросы. Каждый трос стоит, как один подписчик писал, жаловался, по 200 рублей. И этот модуль, то есть система более дорогая, технологичная и ненадежная в сравнении с Вагом, допустим. И так многие грешили, особенно французы в начале нулевых, они всегда шли вот по комплектациям, дороже, богаче комплектацию, вот они хотели за счет этого выстрелить, пускай не премиальный сегмент, но именно вот оснащением. И вот французы первые электроприводом ручника начали увлекаться. Отделка по дереву, все классно, круто. Я не знаю, что еще здесь можно сказать. Назад садиться тоже не буду, потому что я сидел уже в дорестовой, в 1.9, рестовой D2. Там ничего сзади не изменилось, кроме того, что в этом именно автомобиле есть подогрев заднего дивана. Багажник тоже не отличается принципиально от той серебристой дорестовой. Мультимедиа-то родная, вот цветная, ну не цветная, там 3-4-цветная, но родная, не та красная тема. Все равно вот преимущество хороших комплектаций в том, что даже на A6 C6, которые пошли потом, уже с 2004 года, а это в 2002 покинула конвейер. Там уже шла мультимедиа, ну да, здесь уже была она, но была красная в дешевых комплектациях, красная, а здесь уже цветная, 2002 год. Все-таки комплектация решает многое. И во второй части по классике что должно быть? Конечно же, двигатель. И вторую часть я хочу снять на фоне этого автомобиля, потому что та машина была хороша, дорестовая, безусловно. Но там был 2.8, 193 лошадиные силы в топе 5 Вага ихнего. Этот двигатель вошел в топ-5 по надежности, экономичности, ну, в целом КПД. Он очень хороший, но он для тюнинга не подходит ну никак. Там нету потенциала. Там либо ставить вот 1.9, как было видео с 1.9, снимать это 2.8 продавать, либо ставить там 2.7 от A6C5, 2.7 турбо и качать его. Либо есть конторы, которые занимаются установкой компрессора на них, и изготавливают компрессор на нее на 2.8, коллектора, то есть уже вот это вот, но это тоже дорого, это не 500-600 долларов, это гораздо дороже, и в такую машину, ну, это бессмысленно. Поэтому, если вы, к примеру, продали 2.8, пускай даже 1000 долларов доложили, вы в состоянии купить такой автомобиль, пусть даже дорестовый, либо рестовый, но с двигателем 2.5 дизельным V6, V6 2.5. По заводской конфигурации только здесь можно тюнинговаться, чиповаться, идти дальше в сторону увеличения мощности, потому что все машины были атмосферные, то есть 2.8, ну 3.3 дизель был V8, но он редкий и мало за него сейчас возьмут, тогда запчастей не найдешь, а если найдешь, то все будет, ну, дешевле на D3, блин, дешевле 3.0 я 896 сделал, чем это 3.3 V8, потому что тупо не найти запчастей будет на него нормальных. Хотя не особо он такой проблемный. Но суть не в этом. По бензину, как я уже говорил, 2.8, там 3.7, 4.2, все эти двигатели атмосферные, и с ними никуда вперед не дернешься. Единственное, 4.2 можно поставить от S8, что у нас была такая же, на 360 лошадиных сил. Там коллектора поменять, вы качнете еще лошадей 20, выжмете из нее, и это ваш потолок. Если уже качаться, ну да, я не скажу, что она медленно, классно прет, хорошо, но в сторону экономичности, скажем так, турбовости, если нужен турбовый движок, мощный, раскачанный, то только с дизелем. Это здесь не было еще 3.0 TFSI, компрессорных, где можно было качать и на шкиву машину нормально выжимать. Здесь еще олдскульно, все атмосферно. Поэтому 2.5 V6. И мы не снимаем
как я уже выразился, еще раз повторюсь для тех, кто перемотал, 2.8 не чипуем, потому что это дорого. Компрессор, все это тупо дорого. Дешевле вот ее продать, купить с 2.5 и 2.5 вот дорабатывать. Даже поменять столб. Столбы в районе 300-400. Двигатели в сборе, но там без сцепления. Может что-то не хватать из навесного. Там $500-600 ориентировочный. Двигатель АКЕ, если кому-то неизвестно, не знаю где смотреть. Вот возле правой фары, здесь на телевизоре. АКЕшные движки здесь устанавливались, и многие на них хаяли, что плохие двигатели, масляное голодание, износ распредвалов, всего. То есть полный хлам брать не стоит. Но есть некоторые моменты и правильные пути решения, внятные методы, которыми автомобиль можно довести, вернее двигатель можно довести до надежного, хорошего состояния. Именно об этом сейчас хочу поговорить. Суть в чем? Машины вышли с такими двигателями конец 6-го, начало 7-го года, от рядных пятерок отказались, пришли к V6. Да, АКЕ уже это максимально надежная версия в свое время была, потому что это уже Реста, 2002 год. Накануне 2002-2003 года уже выходила новая серия двигателей BDG, BDH и BAU. Был еще один двигатель BFC, но который поменял только индекс свой, расположение уже на BFC, но у него осталось все от серии А, поэтому его не нужно путать. В тех двигателях уже два масляных насоса, но в принципе и эти двигатели страдали масляным голоданием из-за медленной езды тоже, потому что если вы ездите 1200-1300, это дизелю на пользу не идет, все равно 2000 оборотов примерно, 1500-2000 оборотов всегда держит, хотя максимально крутящий начинается с 1750 у большинства дизелей, но здесь с 1500. И нужно в пределах этих и держаться. Ну, в районе 2000. Вот. На новых вот сериях BAU здесь головы, забегая вперед, головы установлены от BAU. Поэтому масляное голодание ГБЦ здесь уже ушло, потому что головы другие установлены. Здесь уже роликовые подшипники, облегченные распредвалы, но отрицательная сторона этих облегченных распредвалов в том, что в теории в очень лютый мороз они могут треснуть пополам просто. Но я не знаю людей, которые будут минус 20 и ниже заводить автомобиль свой дизельный. Я, если ниже минус 15, я машину в принципе не мучу. Я лучше вызову такси, дешевле вам это обойдется, чем мучить свою машину. Особенно дизелю низкие морозы и нагрузки на пользу не идут. Бензину тоже, но дизелю все же это пострашнее будет. Поэтому вот эти все проблемы, байки и начинали. Каждый свое добавлял, и просто ужас получался. Течи ТНВД, глюки ТНВД. Здесь ТНВД заменен, все в порядке. Течи нету, глюков нету, все в порядке. Головы заменены, поэтому износ рокеров, распредвалов, кулачков. Здесь эта проблема также ушла. Масло от замены до замены и не требует доливки. Все, в принципе, нормально. И меняется масло часто. Раз в 8000 я всегда и не устану об этом повторять. Любому двигателю, особенно турбовому, это полезно. Турбина здесь без люфтов. Все с ней хорошо. Она восстановлена, поэтому двигатель чипован. И это все проверялось вот недавно. Ну и чиповал его хороший человек, машину которого мы снимали, он профессионал своего дела. И по машине видно, что за ней заботятся, и просто дворовой шпане, грубо говоря, чиповать ее никто не даст. Сейчас здесь примерно 220 лошадиных сил и где-то 420-450 крутящего момента. То есть больше серединки машина пуляет, но с 1500 до 2500 здесь стоковая полка момента, и ездить на ней весело, а стало ездить еще веселее, разумеется. И самая больная тема, спорная тема, это редукционный клапан масляного насоса. Но на форумах люди пишут, если ездить на нормальных оборотах, в нормальном режиме, проблем не возникает. Потому что вот, кто медленно ездил, того глюки происходили. Многие не жалуются, поэтому здесь тоже тема неоднозначная. Нельзя сказать, что это просто головная боль и проблема. Потому что от эксплуатации тоже многое зависит. И если ездить в пробках, тошнится, да, он, скорее всего, и мозг вам и будет делать. Также подшипник вескомуфты. Вескомуфта здесь заменена. Заменено сцепление. Здесь уже одномассовое сцепление.
Форсы, впрыск весь восстановлен, все в порядке. Были проблемы, что течь из-под клапанных крышек, течь от НВД, как я уже сказал, от НВД не течет, из-под клапанных крышек все сухо, все в принципе нормально с двигателем, но видно, что за машиной следят, просто вот вовремя обслуживают. И АКЕ вообще признан самым надежным двигателем, но он и шел от 2001-2002 год уже перед серией Б, потому что те прошлые, где 150 сил, вот эти все больные места, на них и были. Здесь уже они понемногу уже устранялись, и в целом они более надежные, но здесь еще головы от БАУ установили. 180 лошадиных сил при 4000 оборотов крутящего, здесь 370 ньютон на метр, полка момента с 1,5 до 2,5, самых низов машина пуляет за счет того, что это V6. Вот, преимущество перед BMW, там 6 цилиндров в ряд, и с 2000 оборотов начинается максимальный крутящий, и даже в теории с одной и той же мощностью этот будет быстрее. Разгон до 100 8,8 паспортные с завода. 78,3 поршень, ход 86,4, степень сжатия 18, длинноходный двигатель и плюс к тому еще V-образный. За счет этого и получается хорошая такая резкая тяга снизу, это нарванность, которую я так люблю. Привод ГРМ здесь ременной, в целом он дорогой, потому что это V6, но в сравнении с тем, что это ременной и на такой двигатель своеобразный, получается он не особо и дорогой. Цепной будет еще дороже. А цепи надо менять, особенно на 20-летних машинах. И многие заблуждаются в том, что цепи ходят вечно, якобы весь срок службы, пока машина не развалится. На самом деле это не так. По головам еще были проблемы, то что стучали гидрики. Начинается хоровое пение от дешевого и масла и редкой его замены, начинают гидрики запивать и поют достаточно более басисто и уверенно с годами, с возрастом. И самое главное, когда забивается обслуживание, начинаю только голос свой показывать еще жестче и более басистость. А так в целом проблем таких нет. Но единственное, кроме того, что я уже назвал. Перед чипом все было проверено, люфт в турбине отсутствуют, клетчатки, форсы прыскают одинаково, все с машиной хорошо. Опоры живы, кондей работает, радиатор тоже менялся в свое время, поэтому проблем по машине нет. Единственное, что были проблемы с АБСами, но это больше с блоком АБС, но это больше на дорестовых машинах. Вот А6, А4 и эти вот дорестовые, потом проблемы в принципе уходили. Здесь 2002 год, чуть не сказал 2020 год. Здесь уже таких проблем нету с АБСом. Это были именно те годов, и они были разные очень, и своеобразные тоже нюансы происходили. В соцсетях у меня тоже были видео краткие по АБСам. Коробка 6-ступенчатая механика на одномассовом маховике, как я уже сказал ранее, были автоматы, типтроники на полном приводе, на переднем приводе были мультитроники, но это больше C5 касается. Здесь 6-ступенчатая механика, либо уже типтроник на кваттро. По автоматам, в принципе, они хороши, но все зависит от возраста, пробега и обслуживания. То есть проблема не вам доставит, это уж наверняка. Вопрос когда. Для тех, кто в танке неправильно меня сейчас поймет, я сказал, вариатор на переднем приводе характерен для C5. Здесь были автоматы, но они более редкие. Здесь больше были механики, либо полный привод кваттро на типтронике. Но здесь был автомат на переднем приводе именно. Преимущество V6, то что вот на 1200-1300, сейчас на холостых ехал по гравейке и ямам, не особо надо быть умалишенным, чтобы гонять по такой плохой дороге. Тем не менее, крутящего хвата, чтобы эта вот резкость была, ну люблю эту резкость. Вот дизель, за что их люблю, это дикий крутящий момент снизу. Но как же приятно ехать на обслуженном автомобиле. И я сейчас не нахваливаю машину, что-то вак, нет. Владелец молодец, все равно он обслуживает машину, делает все вовремя. Я к чему? Руль легкий, вот малейшее отклонение, он уходит от своей траектории, малейшее отклонение он держится. А все почему? А потому что рулевая рейка восстановлена, система вся промыта, заменена жидкость гидроусилителя, и машина
Руль у нее, ну, рулежка просто идеальная. И вот ее можно сравнивать уже, какая рулежка, где лучше. Нужно брать уже такие же обслуженные машины и тогда сравнивать. А не брать БУ 20-летний. И в зависимости, кто у кого как обслужено, я о том, что в комментах все кричат. У меня мягче, а у соседа брал его жестче. А что ты кричишь, что так и так, а рулежка у меня лучше у него, а ты другой говоришь. Все зависит от изначально заводских параметров, ребята. Я вот о чем хочу сказать, потому что вот в соцсетях мне пару ребят так написали, говорят, вот я с тобой поспорить готов насчет того. Вот. Вот здесь можно судить, потому что она полностью обслужена. Вот. Я сел, вот честно признаюсь, я сел в эту машину. Хотя я знаю, что здесь гидроусилитель, но я подумал, что здесь электро. Я подумал, что его убрали, может, заменили. Сразу первое впечатление, когда я сел за руль, когда еще капот не поднял, у меня такое ощущение, что здесь электроусилитель. Хотя я подсознательно знаю, что здесь всегда был гидрач. Но руль такой легкий, как у меня на электроусилитель на моей машине. Ехать, безусловно, на ней хорошо, комфортно, потому что это премиальная машина. На лонговой будет мягче за счет более длинной колесной базы. Там, по-моему, я говорил в Дорестовой, на обзоре Дорестовой А8, по-моему, 13 или 14 сантиметров длина отличается колесной базы. Будет помягче. Здесь машина пожестче, потому что стоят 19-е катки. Кованая от D3. Она хороша, красиво на них, но жестче. Но зато пуляет хорошо. Конечно, вид многое решает. 120 вообще не напрягаясь на 4-й передаче. Отличный автомобиль. На глаза гасит скорость. Вот. Опять же, как приятно ехать на обслуженной машине. Уже 80, все нормально. За пару десятков метров тормозился. Все новые диски, колодки, ходовая обслужена, ее никуда не тянет. Я отпускаю руль, она едет прямо. Ну, здесь яма, выбоина, вот она ушла влево. А так вот, по прямой, никаких проблем. 19-е катки будут ухудшать вам динамику, увеличить тормозной путь, но на полностью обслуженной машине этого вы не замечаете и не заметите. Но на 16-х здесь, в принципе, ребята, очень и очень хорошо в этом плане, но плохо в плане внешнего вида. На 16-х не смотрится. Вот помните, тут D2, вот на D2 можно, кстати, посудить. Вот когда я снимал обзор, там было на 16-х те, как и положено, такой же самой резине по размеру, который положено с завода, минимальный размер колес допускаемый. Как она выглядела. Не сказать, что убого, но не есть хорошо. А когда стояли на ней вот эти катки, насколько лучше внешний вид стал. Да, правда, она стала жесткая. В отличие на 16-х это было мягенькое, как, не знаю, как на этих ортопедических матрасах. Просто мягко, комфортно. Ну, конечно, не сравнить с D3, с D4 не сравнить. Они, разумеется, комфортнее. Но изначальные заводские параметры, да, ты как на ортопедическом матрасе. А уже на таких катках ты уже в D-классе, на автомобилях D-класса с более жесткой подвеской. Вот. Или даже C-класса. Но согласитесь, все равно сейчас начнут, может, многие писать, что это двигатель проблемный и все остальное. Но когда у тебя обслуженный двигатель, все поменяно, ничего не беспокоит и не напрягает, что у тебя якобы ненадежный мотор. Потому что все обслужено, все сделано, ничего тебя не беспокоит. И на ходу вот приятно, до безобразия, до неприличия, приятно на ней ехать. Это я еду 110, оттормаживаюсь в пол. Скорость гасится, ну, за что я люблю ВАГ, за их тормоза. Неважно, Seat, Шкода, Volkswagen, Audi A8, либо Seat какой-нибудь, Толедо. Неважно, тормоза, ну, готова машина тебе нос разбить об руль. Тормоза идеальные.
И в чем суть, что кажется машине 20 лет, но я торможу, скорость скидывается, ничего не вибрирует, руль не долбит, блин, нет никакой вибрации, ничего не дергается, машина там не уходит в сторону, все просто замечательно. Но, конечно, обслуживание такой машины будет дешевле, чем D3, более современных там автомобилей, но в сравнении с иномарками, более дешевыми, конечно, будет дороже. Но за счет того, что старым иномаркам ее лет уже полагается болгарочные работы, за счет этого она получается дешевле. Поэтому я говорю, что эта машина дешевая в обслуживании с остальными иномарками, за счет этого именно. Конечно, ходовая за счет рычагов возьмет на себя денег. По стоимости обслуживания, конечно, ГРМ не такой дешевый будет, как на 1.6, на 1.8 атмосферном каком-нибудь. Разумеется, дороже. Динамика потрясающая. – 130-140 вообще не в напряг. И оттормаживается машина на глазах. Едем дальше. Эта машина сейчас вот по этим ямам шла. Удара, качения такого не происходит. Ну, здесь не сильно плохой асфальт, но стыки ты чувствуешь, проезжая как колесо. Проехала по стыку, и такой глуховатый звук типичный ты слышишь, что ты бы не слышал на 16-17 катках на этой машине, и ехал бы мягче. Но чем-то приходится жертвовать. Ехал бы мягче, плавно, вальяжно. Но здесь именно вот эта жесткость и чип машины создает впечатление тюнящего быстрого автомобиля, уже как спорткара. За счет этого кайфуешь. Ну, конечно, многие будут смеяться, какой нахрен спорткар. Но впечатления такие все равно уже внушает автомобиль сам по себе. Как проверить, хорошо ли турбина дует? Резкий старт с любых оборотов. Если уже у вас люфт нехилый, то такая резкость, моментальный отзыв вы не получите. Ну и характерные звуки тоже слышны. Но самое главное, конечно, это продиагностировать. Посмотреть на люфты, на поведение, тогда вы уже точно убедитесь в состоянии вашей турбины. Ну что в итоге? Вот хорошая, надежная машина, в принципе, на каждый день. Конечно, все зависит от состояния, но в таком вот виде именно вот этот автомобиль просто идеален. Что сейчас можно купить за 6, за 7? Металлолом, который нужно ехать переваривать. Недавно видел продажа Е39 в универсале. Ну, крышки багажника нету, дверей нету. Короче, нужно брать, гнать машину, переваривать. И то, крышку багажника, там дверь нужно поменять. Я не унижаю BMW, не хочу этого делать. Понятно, что все зависит от состояния, но все равно алюминиевый кузов сейчас это на вес золота, потому что кузовные работы капец какие дорогие. Запчасти некоторые, особенно на ВАК, как я уже сказал, примерно на том же уровне остались, но именно жестянка, болгарочно-сварочные работы, именно работы, хотя лакокрасочный материал, там шпакли, краски подорожали, но и сами работы подорожали насчет кузова. Поэтому эта машина еще и этим хороша, в отличие от BMW и Mercedes. Это жирнейший плюс. Но не буду сворачивать на второй круг, тем более D2 уже было на канале предостаточно. Спасибо большое за внимание, подписывайтесь в соцсети, Telegram, там мы общаемся на разные темы. Счастливо!